лечебный, целебный горный источник. Смотрите, как выглядит красиво. Здесь оформили. Можно вот тут вот присесть. Я уже налил себе водичку. Что у нас на фоне горы, козы и потолки, которые можно встретить только в Памире. Вкус воды. Сейчас скажу какой. Растаявший лед, растаявший снег. Без всяких примесей. Вот прям вот снег растаял. Кто знает этот вкус, тот знает. Все. Чистая ледниковая вода. Неплохо, я думаю. С такой сварить вкусный супчик. Добро пожаловать в горный Таджикистан. В страну гор. Ребята погранцы попросили спустить до нижней заставы продуктов. Им кто-то подкинул. Поэтому полный багажник масла, риса. Естественно, я не могу вытаскивать камеру и снимать их, потому что реакция будет такая непонятная, чисто по-дружески. Постоянно везет с такими вещами. Какие-то перевозки у меня. Ну, судя по продуктам, там будет плов, потому что там рис, масло и чуть-чуть картошки. Ну, картошка, наверное, на супы. То есть в основном это крупы и масло. Рацион так себе. Поспрашивал у них, часто ли они видят в горах горных козлов. Говорит, их полно, здесь просто полно. Он говорит, стрелять там нельзя. Я так и не понял, по 8 или по 80 штук они ходят. Ломаные русские. Ну, я сначала удивился, 80 горных козлов одновременно тоже, конечно, это круто. Здесь нельзя шуметь, потому что пограничная зона, поэтому не получится стрельнуть для себя. А так их здесь много, очень много. Невооруженным глазом не увидишь, говорит. Вот мы в бинокль смотрим в ту сторону, афганскую, их полно. Здесь им рай. Охотники стрелять не могут здесь, поэтому размножайся не хочу. Пора отключаться, потому что через километр уже они будут ждать, продукты принимать. Какие-то появились звуки непонятные. В общем, на одном из камешков пробилась сетчатая штучка, которая идет, в системе глушителя. Забыл, как она называется. И мне кажется, что она с каждым часом все сильнее и сильнее там отверстие, потому что шум все громче и громче становится. На меня уже обращают внимание все. Он реально как трактор шумит. Вот из сказки конец, отвалился глушитель, бензин откуда-то течет непонятно. Вообще что-то какие-то чудеса. Так самое интересное, что хер пойми, где это все происходит. Есть вот вход туда, только что китайцы прошли. Они там туннель копают, вот она граница. Вот вход запрещен, и на китайском вход запрещен. А вон едут русские номера, надо тормозить. Таксист, похоже, это призвание. Таксисты не останавливаются вообще. Остановился джип. Даже разговаривать не хочется. Поехал. Вечереет. Сейчас надо останавливаться уже любого. Потому что до ближайшего районного центра 21 километр. Бензин вытекает. Что-то с трубкой. И, похоже, глушитель отвалился, когда я стукнул или что-то такое. Сейчас начнет темнеть. Хотя здесь тень просто стоит. Я уже думаю, может быть, камеру вытащить. Хоть на камеру помогут, что ли.
Сижу и думаю, вот если буду мимо проезжать, таксист будет стоять сломанный, останавливаться или нет? Ну, таксисты, это, конечно, реально какая-то категория людей такая. По головам пробегутся. Ну, не все, конечно, но сейчас на той стороне проезжал мотоцикл. И в Афганистане же музыка не слушается, а там прям орет на него приемничек. Получается, до первого кишлака 800 метров, до второго, до районного центра сказали 21. Сейчас, может быть, кто-нибудь зацепит и отвезет туда. Надо в тот добираться, здесь нечего ловить, по-любому туда надо. Вариантов нет. Остановился Mercedes Sprinter за 1500 самани, то есть 15 тысяч рублей, $170, прям до Душанбе машину дотащить. Сказали, что никто больше не остановится. Да и веревки нету дотащить до ближайшего районного центра, поэтому без вариантов. Просто их нету. Все. Хочешь, не хочешь. Это лучше, чем здесь, конечно, оставаться, ночевать в машине. Операция «Ы». В общем, яблоки спереди сюда все подтащили. Сейчас еще он пошел искать песок, чтобы зафиксировать машину, чтобы не качался. И в машине придется сидеть. Первая остановка через 30 километров. Там же и столовая. И получается всю ночь ехать до Душанбе. Сверчки зажужжали. Значит, приближается ночь. И братья афганцы что-то тоже куда-то пропали с границы. В общем, 150 баксов, чтобы отсюда отвезти машину. По меркам России это мало. По местным меркам не знаю как. Ну, по горной местности получается сейчас вывести ее. И мало того, что у нас там можно вызвать, например, эвакуатор, здесь ты кого вызовешь? Какой эвакуатор? Тут нету. Вообще это лучший вариант. Здесь китайцы работают. Вот этот туннель пробивают китайцы. Пацаны говорят, что зэки, что ли, какие-то все. То есть их чуть ли не на вольное поселение сюда отправили, из Китая строить. Ну, неважно. Суть в том, что все строится, все хорошо делается. Этот туннель, я так понимаю, длинный будет, поэтому вспомнил, сегодня сидели с этим с сотрудником ГАИ. Ну, он туда я ехал, он меня остановил, поболтал минут 15. И опять увидел машину и здесь остановил, поболтал минут 15. Такой веселый мужик. И сижу прям при нем, короче. Но здесь ни для кого не секрет, что ставка это 10 самани. Там, если фура идет. И вот он сидит, его кидают с места на место. И чувак, водитель, прям передо мной ему 10 самон сует. Тот говорит, видишь, как мне подарки несут. Я говорю, ну да, нормально. Разве плохо, когда есть подарки? То есть с юмором относится ко всему этому. Вообще-то, вон там, вон видно, вон на горизонте афганцы моют золото. Здесь как раз тот район, где начинается промывка.
что-то зарабатывают, если сидят. Все золото они сдают Таллину, государству. А сколько он длиной, этот туннель? Ну, где-то, ну, не знаю, сколько, по-моему, там написано где-то. Ну, уже, сколько уже прорыли его? Все уже. А, готов почти он? готово. Километр есть? Да. Есть, ну, еще больше. Больше? Да. Где-то 3, по-моему. И сколько его строили? Ну, на 3 года, по-моему. 3 года? Почти 3 года. Слушай, ну зато сколько тут, двухполоска будет, да? Мгм. А китайцы как вообще, домой ездят хоть? Или тут постоянно живут? Да, скоро двое поедет, и еще остальные скоро поедут домой. Половина уже поехали домой, на той стороне. Там еще вообще никто не остался уже. Три года. Слушай, ну за 3 года все равно это хороший туннель, мне кажется. Ну, по-видно, да. Я думаю, что это не единственный, который будет, да, здесь построен. 100 тысяч зарплат в месяц. Это все по 100 получают? Ну, почти, да. Почти, да? Если в рублях. Ну, это нормально, я так считаю. Это каждый день? Выходные есть? Нет. Нету? Вообще 30 дней без выходных? Ну, за месяц поедешь домой, 3-4 дня отдыхаешь. И Ага. едешь Но обратно. все равно есть хоть один неделю. В общем, добро пожаловать в Памир. Бобик. Бобик меня не слушает. Пацаны готовят машину. Песок в мешках засыпают. Спустили колеса. Ну, в общем, занимаюсь тем, чтобы она туда-сюда не каталась. 40 минут до первого поселения. И потом можно будет выйти из машины. Прошел час, я ехал на спринтере, потом меня пересадили, потому что здесь на каждом посту, ну, в общем, будут проблемы возникать у водителя. Я ехал дальше на электромобиле, меня выкинули сейчас в кафешке. Там какая-то спецоперация идет, солдат сбежал с части, все машины проверяют. На электричках тоже нельзя, у них там какое-то таможенное соглашение, они должны ехать пустыми. В общем, сейчас жду, пока приедут ребята с машиной и с документами оттуда. Ну, естественно, ужин вечерний. Состояние такое, оно, наверное, знакомо тем, кто вот долго путешествует, долго не моется, весь в пыли, в грязи. То есть зона комфорта, она просто ушла в сторону. Рисовый суп похож больше на довго, на азербайджанскую. Это точно не мастава. Это прям довга, довгой. В общем, кто знает, тот знает, что такое довга. Сейчас рад всему. Даже дикому голубю. Таджикские истории. Афганка зашла в 2017 году и отомстила за мужа, переколола 26 человек шампуром от автомата через ухо насквозь. Короче, под вечер такое ощущение, думаешь, зачем приехал в Таджикистан, реально страшно становится. И чувствуется какая-то напряженная атмосфера, она реально есть. Я не могу это объяснить, как это выглядит, но это поймет тот, кто здесь долго находился, и поймет все реально, на себя ощутит. То есть это не то, что вы приехали просто там, посмотрели на один, на второй памятник. Здесь нужно немножко, чуть подольше находиться и пообщаться с людьми. И вот под вечер, как я и говорил, всегда какой-то начинается стресс. Ну, плюс к тому, что машина сломалась. И еду
хрен пойми на чем, хрен пойми куда. В общем, должны меня выкинуть в Душанбе на какой-то разгрузочной станции. Там вроде бы можно и переночевать. Ну, в общем, это самый лучший вариант пока что. Пока я не вижу ничего другого. Ну, истории от местных это просто отпад. Слушаешь, аж уши заворачиваются. Так что вот такие дела. И даже сейчас я разговариваю в микрофон, и прям напротив меня 3 человека, и они прям пытаются вслушаться, что я говорю. Я уже почти шепотом говорю. Они прям уже начинают скручивать чуть ли не бумагу. Такая здесь атмосфера. Интересно, очень интересно. Пока мне ищут машину, потому что мне негде сидеть, я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Напротив вывеска Дарвоз, ну, арка. Я так понимаю, это какой-то районный центр. Внизу шумит река. Холодная река, прозрачная река. Я жду. Жду и наслаждаюсь памирским воздухом. Всегда вот такие ситуации, когда происходят, интересно их вспоминать. Вспоминаешь уже с такой теплотой, нежностью все это дело. Но когда все это происходит, конечно, это эмоции. Эмоции не очень хорошие. На улице не холодно, терпимо. То есть вот прям хорошо. Вот там видно мужчина, еще мужчина, по-моему, женщина. Женщину я не могу рассмотреть. Нет, там 3 мужчины. Да, 3 мужчины. И все с музыкальными инструментами в руках. Приключения продолжаются. Разбудили меня уже возле Душанбе. С тебя 400 самани. Я говорю, как 400 самани? Ладно, пока звонили, переговаривались, остановились на цифре 200. И выгрузили меня на какой-то автоколонне. Там написано Рахи-Софет. Ну, в общем, автоколонна. Сказали, садись в какую-нибудь кафешку. Но тут кафешку вообще ни одной не вижу. Я вижу тут ящики с минеральной водой, с пепси. На улице холодно. И охранник сейчас подошел. Ты говорит, кто такой? А он еще не понимает, короче. Я пытался объяснить, не могу объяснить. Стоят машины, которые заправляются. Ну, что-то внутри никого нет. Здесь даже просто примкнуть некому. Сейчас все подумают, что я вор здесь на базе. В общем, что это собой представляет? Это огромная территория, где, я так понимаю, оптовые магазины со всякими напитками. Тут одни напитки. Фуру он перегружает в газель в какую-то. Никого нет в машине. Еще ехать около... Сейчас позвонил, 2 часа, говорит. За 2 часа я тут инеем покроюсь, по-моему. По-любому надо сейчас искать, куда примкнуть. Рядом дорогущие отели, прям там. В таком виде даже стыдно заходить туда. Наконец-то мне удалось найти чай. В общем, какое-то заведение. Ну, это кафешка. Но здесь никого нет. Я так понимаю. Кроме вон тех. Они там кудахчут. Что-то поют. Поют о хорошей жизни. Благо, вот здесь вот есть такая труба, но она, блин, она чуть-чуть теплая. Но все равно руки можно греть. Уже хорошо. Я так жалею, что я из машины не взял куртку теплую. Прям очень сильно жалею. Конечно. Сейчас разговаривал, позвонил опять им с водителем, который машину везет. Мы, говорит, задолбались, у нас просто сил нету. Это на всех постах, представляете, это нужно было в эту машину залазить, показывать, потому что ищут этого военного. Поиски продолжаются. Нас-то тоже, нашу пассажирскую машину, теребили. Машина, которая вплотную стоит к стенкам, ее
100% досматривали 1000 раз на всех постах. То есть без досмотра сегодня не пропускали никого. Несмотря на 10 самани. Чай согревает прям. Хорошо, еще связь есть у меня. Тут вот единственный момент. Пока сейчас гулял здесь по базе, увидел все вот эти джипы, которые обгоняли меня. Они все здесь, видимо, ночуют. Что батарея начала умирать, по-моему. Скорее бы уже рассвело. Уже хочется, чтобы солнышко хоть пригревать начало. Самое главное в такой ситуации не паниковать. И хорошо, что есть деньги. Я вот не представляю, если бы не было денег, как из этой ситуации выходить. Вот тогда уже все намного сложнее. В какой бы ты ни был стране, где любят там гостей, где дружелюбные, тоже так уже срабатывает через раз, когда нет денег. С деньгами проще. Можно заплатить, можно решить вопрос. Когда их нет, это уже полная З. Али, как я, который следит здесь за этими за санузлами общественными, пригласил к себе в кибитку. Вот сижу, жду. Налил кофе, тоже помириться. Нормальный мужик. Пообщались с ним. Говорит, куда же ты, дурак, поехал на Некси? Здесь реально все на джипах. Здесь одни крузаки стоят 150-е, 200-е, сотки. И все абсолютно крузаки, они подняты. Не, спасибо. Я вот ел, завтракал недавно. Спасибо за кофе. В общем, не в сезон поездка до Хорога стоит на вот таком джипе 400 тысяч, в рублях 4000 рублей, 4000 рублей, а в туристический сезон 6000 рублей на джипе. Там будет сидеть 8 человек, я не знаю, как они в Toyota 8 человек сажают, но 8 человек и еще груз сверху. Так что вот так вот. Несмотря на то, что это Средняя Азия, все равно по ночам холодно. Еще не лето просто. Поэтому здесь подмерзаешь. Видишь. Обычные люди, они все добрые. Не рвачи. Поделится последним. Голод не тетка. Ну а вот так вот выглядит все, когда вышло солнышко. Машины пока что еще нет. Жду, продолжаю ждать. Те самые бутылки, которые ночью мне встречались. Машина наконец-то приехала. Сейчас ее проблема спустить машину. Нашли эвакуатор, короче, еще 200 самон. Весело, веселье. И дальше на ремонт. Непонятно, как сколько это обойдется. На эту штуку сейчас будут загружать машину. Там глушитель ползет. Подожди, несется. Ну, вылетело или оторвалось вообще? Так выглядит поездка в автобусе.
Вон с правой стороны. Будет шамин. Çok sabrlı. Yapma. Tamam. Это электро или нет? Не. Бензиновый? Дизель. Дизель? Дизель 10,5 объем. 10,5. 35 тысяч магазинов пройдено. И пришел, в общем, туда, где первый раз я был в Таджикистане и сломал свою Ладу Гранту в горах, где были много-много красивых озер. Я пришел в этот цех. Я не знаю, как он называется, но здесь 1500 мастеров одновременно делают ремонт, и тут же прям есть магазины. В общем, на Нексе проблема найти. Гофру я нашел, а вот шланг что-то тут подбирают сейчас. Вот так вот выглядит настоящий таджикский плов на автостанции. Душанбе, Памир. Выглядит красиво. Стандартный салат к плову. Я когда увидел плов, подумал, что это чайханский вообще. Он же всегда темненький. Плов такой же, как и везде. Вот все это реально вкусное. Опять же, плов очень сочный, но рисинки не допарены до конца. Это вот везде так готовят. То есть это не специально сделано, потому что в Таджикистане любят такой плов. Довольно-таки вкусно. Сзади стоит военный и смотрит в камеру. Друзья, всем доброе таджикское утро. Направляюсь я в сторону кишлака Анзоб по перевалу Варзоб. Только выехал из Душанбе, буквально 30 минут пути. Здесь можно увидеть всех лидеров Таджикистана от и до. Ну, естественно, я еду вдоль реки, так как недалеко Душанбе, здесь, наверное, дачи богатых людей, а может быть и не богатых, всевозможные санатории. Очень красиво здесь все. Здесь пахнет жизнью, вот так скажем. Очень часто есть такие вывески, встречаются. Таджикистан Бапеш. Я так понимаю, что это перевод, что-то, какое-то приветствие. Таджикистан вперед, может быть. Но это типа Алга, Казахстан. Как-то так, мне так кажется. Много вижу, каждый раз хочу посмотреть дословный перевод, и не доходит до этого руки. Скоростной режим, в принципе, хороший здесь. Дорога отличная, но получается весь перевал платный. От Душанбе до Худжанда. То есть каждые, там, я не знаю, 20-30 километров платим деньги. Не только туристы, это платят все. Здесь летом очень красиво. Можно приехать и отобедать на реке национальную кухню. Буквально недавно был подписан тройственный союз о вечной дружбе между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Я еду на машине с узбекскими номерами. И вот сейчас я прям, я знаю, что я нарушил скоростной режим там на 20 км в час. Сразу меня издалека стоп, номера видят. До свидания. Даже не документы, ничего не спрашивают, проезжай мимо. То есть союз работает. Конечно, не нужно
этим злорадствовать, но... В общем, очень приятно, что есть такой союз, который на благо граждан этих 3 стран. Я уже почувствовал это на себе. Пришлось остановиться и посмотреть, что это такое. Продают какие-то корни. А что это такое? Как называется? А для чего она? Атола будет, потом катик. А, для КТК? Потом кушай. Ничего себе, первый раз такой вижу. Хороший? Да я верю, я просто не знаю, что это такое. Поэтому интерес стал. А это как трава называется? И модель. И второй. Тоже? Для самцы? Здесь ее полно. Такой травы. В первой точке не было нормального перевода. Здесь вот объяснили. Это для мостовых. Зеленый рисовый суп. Значит, я такую штуку ел недавно. Вот здесь вот уже рабочий. Опасные маршруты. Скорее всего ночью, скорее всего гололед был или уснул. Бывает такое на перевалах. Неприятно, конечно. Главное, чтобы жив был. Навигатор показывает 23 километра. Один раз он меня вообще повел там через горы, там показывал 40, но я спросил у местных, они говорят, нет, надо через перевал проехать. Ну вот как раз, то есть добраться до пика. И опять 45 туннель, через который я проезжаю, у меня начинается какая-то клаустрофобия. В общем, какая-то из фобий. Во-первых, там резкий подъем, наверное, это раз. Во-вторых, сразу дышать тяжело становится, и все в кучу, и плюс туннель длинный, часть туннеля не освещается. Вот здесь, ну да, скорее всего, это резкий подъем был, потому что сейчас резкий спуск, и я чувствую, знаешь, давление атмосферное. На самом пике даже снег сейчас шел, мелкий такой, откуда-то принесло его. Небольшое расстояние, ну, чуть-чуть было. Вот сейчас навигатор показывает спуск. Где-то получается 20 километров от трассы находится этот кишлак по горной местности. Но 20 не 100, это уже радует. Я в этом месте был. Я, скорее всего, его проезжал мимо раньше. Я поднимался выше. Вдоль реки Ягноп расположена сеть целая небольших кишлаков. Есть крупные, есть мелкие, по 2-3 дома. И вот я, значит, этот кишлак раньше мимо проскочил и не заметил. Цель была подняться выше. Ну да. Сейчас мне придется вот по этой дороге ехать вдоль скалы. Вот тот самый мост, возле которого нужно остановиться. Дорога на Душанбе, дорога на Худжанд. Ну а нам нужно туда. Постоянно прямо. Небольшой перекур и в путь. Здесь вон какие-то деревья цветут. Но здесь холоднее, чем в Душанбе. Это 100%. Попрохладнее, вот так скажу. У меня нос как термодатчик. Он чувствует сразу. Ой-ой-ой, начинается. Пока что попалось 2 КАМАЗа. Было очень пыльно. В такие моменты приходится закрывать полностью стекла. Если мне память не изменяет, там сейчас будет такой мини-заводик, мини-карьер по добыче угля. И после этого завода уже будет все тихо.
Там что-то написано. Око, Барои, Ватян, Чоп, Фидо, Нарладинов. Что-то СТ Насимов. В общем, фамилии какие-то. Стелла. Не знаю, чему это стелла. Может быть, каким-то горнякам. Но внизу очень высоко. Там все шумит. И тишина. Лишь только оттуда ветерок такой холодный дует. Через этот коридор. Нравятся мне, однако, горы. Почему-то. Не знаю, я уже привыкну. Я помню, когда приехал в Дагестан, ехал по горам, и люди такие смотрят на меня. Ну, ждали эмоций. Смотри, смотри, горы, горы. Я этих гор уже, на самом деле, много видел разных. И я такой, без эмоций нормально еду. Если, наверное, даже не понял сначала, почему так. Пока что можно даже сказать, что дорога супер. Нету особо больших ям. Вполне неплохо. Вообще, если ехать в Таджикистан, лучше иметь такую хорошо подготовленную машину, если вы хотите куда-то с основной трассы сворачивать. Потому что из 4 поездок 2 раза я прям сильно ломался. У меня машины были, конечно, не для гор, но все равно. Для гор лучше иметь что-то большое. Вода есть, но не так много, как летом было. Снега еще не так сильно тают. На этом мостике, по-моему, все останавливаются всегда. Получается, она где-то вот здесь вот, под этими камнями вода через ущелье проходит. И здесь как фильтр. Здесь она теряется. И уже вот там метров через 150 выходит наружу. Коротко об этом месте. Справа получается река Ягноп. И живут здесь ягнопцы. Они же сагдийцы. Древняя, можно сказать, раса. С очень богатой большой историей. Как мне объясняли, это самые, наверное, неправильно будет сказано, чистокровные таджики отсюда. Как мне объясняли местные, впереди меня, буквально 100 метров, находится кишлак Марзич. И вот интересная история с этим кишлаком. Интересная история. В 1898 году кишлак Марзич, расположенный в 10 верстах к западу от Анзоба на высоте 2400, посетили 3 бухарских купца из города Гисар, подарившие платки 5 жителям Марзича, сопровождавших их в обратный путь. Среди этих счастливчиков был некий Сафар, но в августе в этом селении тяжело заболели 2 детей Сафара и их мать Муад-Жан, которые через несколько дней умерли. Больше случаев такой болезни в Марзаче не было. За больной Муаджан ухаживали ее тетка Халь-Биби из Анзоба, получившая после смерти племянницы по обычаю часть ее одежды. Халь-Биби, возвратившись в Анзоб, заболела и скончалась на 3-й день. Вслед за ней скончались ее родственники и люди, бывшие на похоронах. Так, после смерти Халь-Биби болезнь, чума, распространилась повально. То по указанию местных духовных авторитетов труп ее неоднократно вырывали из могилы с целью убедиться, соблюдены ли при похоронах все религиозные обряды. По восприятию анзобцев, каждый раз после вырывания трупа следовала новая усиленная вспышка эпидемии. Так что здесь вообще кишлак Анзоб – это место, где была сильная эпидемия чумы. Так, единственную версию, формально объясняющую возникновение эпидемии, пусть даже с антагонистической позиции, привел военный ветеринарный врач Финкельштейн, 1906 год. Так что здесь было не очень весело раньше. Сейчас я вам покажу этот кишлак сверху. Через мостик. Здесь такая есть остановочка. Серп и молот, естественно. Еще какое-то помещение. Так, и сразу за остановкой. В принципе, вот он весь кишлак. Он небольшой.
Ну, визуально вот то, что я вижу, это небольшое количество домов. Но, скорее всего, вот там дорога, и, может быть, есть продолжение этого кишлака. Ну, мне пора ехать дальше. Ну вот как раз то самое последнее производство добычи угля. И, по-моему, дальше уже такая дорога. Направление начнется. Сейчас по дороге попалась женщина, взрослая, там, я не знаю, ближе к 60, может быть. И девочка маленькая, ну как маленькая, может лет 12 есть. Они гнали скот. И женщина взрослая, при виде машины, отвернулась прямо в сторону реки, чтобы никакого взгляда не ловить на себе. Обычаи местные. Ну, наверное, по исламу так положено. Уводить взгляд от мужчин. Все же понимают прекрасно, что за рулем не женщина едет. Поэтому убирает свой взор. Чем глубже заезжает, тем сильнее ветер. И руку даже, если честно, держать прям становится невыносимо. Холодно. Вот и объяснение холода. На горизонте много-много снега. В принципе, даже вот справа видно, как спускалась лавина. Может быть, и не было бы так холодно, если бы не ветер. Просто ветер, он прям усиливает все это дело в разы. Так, осталось до кишлака 2,8 километра. Все, сим-карта больше не работает. Сотовой связи нету. Я на месте. Я так понимаю, что здесь вот эти вот ворота. Раз. Два. Это вход на кладбище. Ну, это арка. И вот там интересный какой-то камень стоит. То есть это, я не знаю, кем это сделано. Природой или человеком, но какое-то значение имеет. Был я в этом кишлаке, я теперь вспомнил. Проезжал я его мимо. Кто по нации? Я русский, Русский? да, Настоящий? Откуда? из Москвы. Из Москвы? Да. Хорошо, отлично. Молодец. Вот здесь получается центр Анзоба. Да, Ну, это центр Анзо, вот. модная фишка. Да, I вот love. магазин. И вот тут это конторы, колхозник. Аманат-банк. А вот наверху пойдем мечеть, старую мечеть. А вас как зовут? Меня зовут Мачити. Мачити? Да, Мачити Ака, значит. Мачити Ака. Мачити Ака, да. А тебя Очень как приятно. зовут? Меня Денис зовут. А? Денис. Денис? Да. Вот, отличное имя. Почему? Отличное имя. Почему? Это не русское имя. Вроде ты. А? Ну, не знаю, вроде русское. Нет, в русских я такого имени не слышал. Денис, знаешь что? Что значит? Денис, это я услышал его дагестанцам. В Дагестане? Да. Дагестан. Я услышал это имя. Это имя Как тяжело-то Во подниматься сюда. во имя Аллаха. Серьезно? Серьезно? Тебя по видам никто не говорит, что ты русский. Почему? Я Ну просто я оброс. Или нет? Нет, я тебя сразу видел. Думаю, или дагестанец, или чеченец. Нет, я рус. Фу. А вы здесь давно живете или всегда? Здесь живем и в городах пойдем, там сыновья живут в городе Душанбе, Хадженти. А здесь что такое вот это? Вот это. Скотина живет? Это, нет, не скотина, склад угля, А. дров. Тут сохраняет, зимой топит. Сколько лет кишлаку? Кишлака где-то 1650 лет. Вы не торопитесь, мы можем медленно подниматься. Я сам еле иду. 1650 лет? Да. Я просто читал статью недавно. Как в Самарканде, так и наше село Ага, во имя вот Самарканде равномерно. одинаково. Да.
Я просто читал статью, что здесь раньше была очаг эпидемии чумы. Чуми, конечно. Это чуми где-то 1888 или 85. 89-й. 88-89, правильно. Чуми. Тот кладбище чуми там. Я тебе Дальше. покажу. Ага. Ага. Вот это мечеть. Все. Старинный мечеть. А вы здесь, В этом кишлаке. вы здесь Мы мула? молимся, да? или просто Нет, или молимся. Почему? 5 раз в день мы молимся. А что здесь вот написано на входе? Вот это Вот это интересно. написано «Ла илляха илляллаху». Нет никого, кроме Аллаха, Бога, да? Да, Что это такое? Мухаммад Расулаллах. Наш этот Мухаммад, Пророк. наш пророк. Вот мечеть. Интересно. Вон там мы молимся. И здесь, когда полная будет Джума намаз, людей, наверное, здесь, да? Джума намаз тут молятся. Тут отдыхают. Когда окончится намаз, Угу. внутри ее сидят, отдыхают немножко, потом пойдет на свою работу. И там снизу есть туалет, которого Ага. себе А сколько чистили. мечети лет? Мечети я сейчас вам скажу. Мечети 1915 году. Вот этой мечети Да, столько да, лет? да. Мы еще снова ее исправляли, вот немножко. А, ну это делали, да? Тут было маленький, вот тут маленький мечети был. Вовнутрь можешь зайти? Ну да, могу, конечно. Конечно. Пойдем, я тебе Меня единственный раз в жизни не пустили в мечеть, ну а им, наверное, потом стыдно стало. Это знаете где? В Афганистане. Ага. Меня не пустили, а потом пустили. Но я уже... В Афганистан, в Москве, когда мечеть построили, президент Путин Ага. свой ботинки снял, внутри видел, зашел, да? Сколько народ там молятся. Это афганы, они не мусульмане, они не понимающие. Вот, пожалуйста, это мечеть. Вот я вам... А, вот здесь вот она старая, я вижу. Вот видите, старые столбики. Да, вижу, вижу. Вот раз, два, три, Неужели этим четыре. столбам 1600 лет? Да. Вот эти столбы не сняли. Стоят и стоят. Вот это. Вот раз, два, три. 4 столба. А здесь сидит мулла, да? Да, Или да, мулла, самый вот. старший? Самые старшие стоят тут, а мы рядом стоим. И вот полно, и сюда. Чисто в мечети у вас? Да. Очень чисто. А это тоже было его, вот, кладовки, которого без ничего было и стоял. Вот сами расстояние мечеть от того стена до этого было. До вот этот стол. А, вот это вот, Да. вот маленькая А была. остальные мы сами потом сделали. Эти мы Все, расширяли. я вижу по потолку. Потом Где новая, вот где такие, старая, как где осталось, старая. как осталось. Как есть, так осталось. Чисто, говорю, у вас здесь очень чисто. Вот. А и у меня вопрос всегда такой. Я хотел его задать, а кто убирается в мечети, женщина или мужчина? Мужчина? Мужчина убирается? Да. Женщине нельзя? Нет, женщине не разрешается. У нас один мужчина, один мужик всегда очищает. Просто Всегда чисто. здесь. Он работает А при он мечети. работает в мечети, но свое хозяйство тоже работает. Сегодня нет его, потом час пойдет, придет, почищет. Все А это полочки для обуви? Это для обуви, да. Снимаем обувь, поставим. А вот это Салам алейкум. угощение гостя. Ага. Да, вот видите, столько. Отдыхаем. А здесь есть свет? Книги читаем. Света нет у нас. Свет потушили. А это из Корана все, да? Вот это? Это все написано по-арабски и по-нашему, по-крыльски. Этот Ага. перевод его. Переводе арабы. Тихо. Тихо. В мечетях всегда тихо. Еще раз скажите, пожалуйста, что двери? Выглядят Это двери. двери. Мгм. Дверь недавно был не такой же.
был старые двери, но не так, такой, не такой красивый было. А потом это вот видите, как Ага, узор. делают, да. И вовнутрь. А из какого дерева это? Чинар? Это нет, из ваших дерева, из России принесли. Раньше же здесь не было никаких деревьев, ничего не было. Даже яблоко не выросло, а теперь попозже потом все это исправили. А что здесь написано вот это? А тут написано, Ну это я знаю начало. ага, Бисмиллах. Бановый худой бахшанду, а это вот отсюда читается. Бисмиллахир-рахманир-рахими. Вот это. То есть в исламе вот так читать надо? Да. Не так, а в другую Не сторону? так. А эти буквы мы читаем отсюда, а ислам отсюда, с правой рукой. Ага. Интересно. А Интересно. это самый старейший вот тот, Защёлка, тот да? старый дверь, которого сняли и эту дверь построили, вот это от него. Сколько ей лет, интересно? То, что сказал же. Тоже 1600 Да, лет? Да. Здрасте. Так, а куда? В какую? Туда? А? Туда посмотрим? Закрыта дверь. Сейчас я вам еще покажу дверь. Обычный дверь, обычный дом. И кладбище в том чуме. Можно вас показать. Да, интересно было бы. Да. А вообще, чем кишлак занимается? Что, А? что здесь делают? Здесь мы кишлаки? делаем, вот, пахаем землю, картошки посадим. Вот, дерево, Картошка, наверное, яблоки, да? И скотина. яблоки у нас вырастет, урюки, сливки, вот. Всякие бывает, вот есть у нас. Еще мы для животных, коровы есть, бараны есть, козла есть, лошади есть, ослы есть. Ну, ослы, они же для еды непригодные. Почему? У мусульман же не едят осла. Почему? Мусульмане мы едем коровами мясо. Не, баран. ишак нельзя же есть. Не, ишака нельзя, ишак. Это Работа харамное. только он. Ишака никто не... Даже лошади мы не кушаем. Лошади только кушают казахи, киргизы. Вот. Киргизы, да, по-моему. А можно вот это посмотреть дом? Вот Можно, с цифрой 90. Вот тот дом, старейший дом, правильно. По нему видно. Маленький, да, дома у вас? Маленький дом. А сейчас его... Сколько сейчас человек? Хозяина нету, и они живут в Душанбе. Но дом построили раньше, а стоят на месте. Сколько человек в кишлаке сейчас проживает? В Кишлаке Да. где-то около... Раньше был здесь 370 семья. Ага. 370 семья. А сейчас все молодые уехали в городах. Живут в городах. Тут сейчас в настоящее время в нашей школе учатся 230 человек, 230 учеников. А в Кишлаке живут 100, не больше, 240 семья. А, сейчас. 240 семья. А вот это дом, видите, внизу Ага. вход, те другие входят, а вот это его кладовка. Это всегда на первом этаже кладовка, да, идет? Да. А вот этот дом, самый старейший дом. Вот это? Вот это. Вот. Ага. А сейчас никто не живет, вот видите, уехали туда, в городах. Это самый старый дом. Сколько ему лет? Это где-то, я когда был маленький, я учился в 6 классе, его отец построил, его сын со мной был, мы однорослики. Вот построил и так остается. Где-то 100 лет, значит? Да, больше даже. Меня сейчас в настоящее время, я 82 года у меня. Угу. А когда я, не 100 лет, где-то 75-76 лет.
Интересно. А сколько вот в таких домах человек живет вообще? Вот в одной Вот семье в сколько одном- человек Вот проживает? этот маленький дом у мужика был 10 сыновья. 10 сыновья, и тут жил со своим 10 сыновьем. Когда он помирал, сыновья потом пошли и ушли туда. И снизу построили дом вон там внизу. А если вот сейчас взять, например, среднестатистическую семью, сколько человек в семье вот сейчас здесь? Сейчас в настоящее время Да. вот в нашем кишлаке в одной семье я живу, мой сын живет, моя жена, вот его жена и дочка у него, 2 дочери и 1 сына. Ну, сейчас такой. получается на молодую семью 2-3 ребенка, да? Да. На молодые семьи правильно 2-3 ребенка. А когда старые были, 10, 11, 14 детей было у них. 14 детей. Да? Эта девушка, получается, если с 18 рожала, без остановки до 32 лет. Да. Раньше не 18, а 14 лет и его замужем дают. Вот такой же. 14 Да, плюс 14. 14-15 лет, когда раньше, никто этого не справил. Ну, раньше, да, я понимаю. Да, такой же был. А это что за дом такой? Или это? Этот дом, это колхозный... Клуб? ДК? Не, колхозный контор. А, Контор колхозный. Снизу его клуб. Клуб колхозный. А конторы, детсады, все. а вот это что за помещение такое? Это гараж. Что такое? Гаража машину. А, гараж? Отсюда сам хозяин видит. Вот. Все, я понял. Машина отсюда откуда-то заезжает. Вот это где-то 40 лет. Но он уже, наверное, не работает, да, этот Нет, гараж? не работает, никто не работает, ничего нет. 40 лет гаражу. А вот этот дом, его дом, построил сын его. Одна домик. Сам живет в Душанбе. Летом придет, поживет, зимой пойдет в Душанбе. Летом здесь, наверное, больше народу. Денис, молодец. Хорошее имя у тебя. Никогда не запоминаю. Я никогда в жизни не буду менять имя. Это его дали мне Чтобы я от роду. жизни не буду забывать. Пока не знаю, до сколько поживу, но не забуду. Но я хочу до 130 прожить. Спасибо. И вам тоже не меньше. Спасибо. Так, туда доедем тогда, да? Да, едем, там кладбище, я вам покажу. Давайте я сейчас подъеду тогда. Ах, От чумы. по всему Таджикистану вот Амунат банк. Это такой какой-то... А у нас вот Амунат как пенсию мы переводится? получим отсюда. Вот. Если у меня много денег, сохраняю этот. Поэтому Амунат банк. А это памятник кому? Это председатель нашего колхоза. Здрасте. Где-то Очень хорошо. 40 лет больше. Он работал в этом колхозе. Мулларахим Аслидинов. Его память. А как переводится Анор Биабаболина? Это стихотворение. Ну, а как перевод какой даст? Переводится, анор это Гранат. гранат. А во имя этого анора девочку Ага. зовут. А Биобаболина? Биобаболина, приходи, где я сплю, со мной поспи. То есть есть Анор Биобаболина. Ага. Гранат, приходи ко мне, где я сплю. Ко мне здесь останешься. Вот здесь, да? Здесь останешься. Стенки до этого, Ага. до вот дерева, которое Ага. посадили, вот это кладбище, то чумы. А Чума, здесь которого не видно ни могил, ничего. Все это, все утонулось, все сверху, много трава, вода. Мы очищаем все каждый год. Вот. Потом, еще знаете что? Когда это кладбище делали, Ага. много людей помирали. Потом во время царства Николая
Ага. Николай отправил от Петербурга отправил людей, они приехали, вот все это кладбище с звездкой. Обрабатывали. Обрабатывали. Раньше же не был такой химикат, которого сейчас обрабатывают. Ну да. Да. Вот только камень принесли, потопили, делали из звездки все обрабатывали, потом закрывали. Вот. Не видать эти могилы, только вот это. Я бы даже вообще не понял, что здесь кладбище, если честно. Я б даже... Да. Некоторые вообще не знают. А наши деды старейшие сказали, что отсюда до того. В этом месте. А было такое, что повторно выкапывали? Да, повторно мы тут выкапывали, вот сюда, вот видите, Ага. чуть-чуть. А для чего выкапывают вообще? Для чего это делается? Чего? Для чего выкапывают? Ну, не в месте ихни, никто не выкапывает в других местах, где Всё, понял. не обрабатываны звездкой. И сколько тут человек вот примерно похоронено на этом кладбище? Точно не знаю, но деды сказали, когда-то похоронили здесь, только в нашей кишлаке, ни тут вниз, ни тут вверх, нету ни такой болезни, только у нас было. Где-то говорят 90 человек помрали, что это похоронили и еще в нескольких лекарства дали. Лекарство дали, тот, который лекарство кушали, выпили, они помирали. А тот, кто по хитрости не кушал, Не пил. не умирал. Вот того я слышал. Мой дед рассказал. Полно точно я знаю. Страшная штука, конечно, эпидемия. Да, эпидемия вообще страшная была. Вот видите, вот сказал же, вниз кишлак никто не помирал. Наверху от нас 8 километров кишлак, долина Ягнаб. Я был там. Были вы? Маргей, вы были? 2 года назад я там был. Вот Год. молодец. Я поднимался в самый высокий шлак. О, молодец. А эти не болели, эти не помирали, только в этот кишлак. Парадокс какой-то прям. Да. Салам алейкум. Здесь у вас школа есть, да? Да, школа там. У нас хорошая школа Большая? построили. Большая? А не у вас интернат построили? Интернат и здесь, да. Все, я помню. Президент, по-моему, да, был здесь? Да, президент. Это чтобы с тех кишлаков могли сюда... Деление Ягнова, все тут учатся. А в Ягнобе там вообще много осталось кишлаков? Вот после вашего сколько еще кишлаков есть? У нас есть раз, два. Где-то раньше был от моста до конца Ягнова 40 кишлаков. А сейчас осталось сколько? А сейчас где-то 15 или 16. Здесь, получается, сагдийцы, да, все? Да, древние. сагдийские. Самые настоящие сагди вот эти, ягнабские, которые вы 2 года назад там были. Но здесь в таких местах ни копать, ни строить ничего нельзя. Ничего. Не разрешает. Вообще не разрешает. Потому что проблемы могут быть. Да. Вот видите, вот отсюда до того дерева, которое посадили. Вот. Дерево как забор получается. Да. Вот тот забор, который вы видите, вот отсюда вот идет, поэтому до этого вот их кладбище, этот, Чуми. Так, ну а здесь я смотрю, у вас много снега. Снега в этом году мало. Мало? Да. То раньше вообще была вот только шапка наверху, которая, вот видите, самая верха. Ага. Это маленький. Раньше же был вот такой же. Раньше холоднее было, чем Да, здесь? раньше холоднее было. А зимой сколько у вас? Столько много снега будет, так тепло будет. Вот уже в течение вот несколько лет много машины вообще так работают, вот, и воздух изменялась,
снега мало, а холодно. Зимой очень холодно. А до скольки доходит зимой здесь температура? Здесь зимой от октября, конца октября, до 15-16 апреля. Еще мы ничего не работаем. Земля Ну, минус 20 бывает? А? Минус 20 бывает? 18, 20, 22. Да, прям. Ага, Это холодно, действительно. да. Так, В спасибо вам. Москве такой холода не бывает. Ну, сейчас уж, да, редко такое бывает. Спасибо вам, что показали. Если бы не вы, ну, мы бы, наверное, даже не... Школу тоже показать? Да, если Вы можно. знаете? Нет, если можно... Пойдем, покажу. Там еще мечети есть там. Не, я старую посмотрел, мне Оставим. одной А достаточно. тот новый сделано. Не, новые нас... Того один русский мужик у нас в комбинате, Ага. знаете комбинат? Он был начальник комбината. Этот мечеть он построил. Он Для нас. мусульманин таджиков, был? да, нет, не мусульманин. Русский был. просто но как просто построил для народа. молодец. Такой хороший мужик был. Глазунов его имя. Глазунов? Да. Глазунову привет большой. Он живет в В Черное Таджикистане? море, А, около Черного моря. понял. Я сам работал в этой школе учителем, 40 лет я работал. А как, что преподавали? Я Русский? свой родной язык преподавал. Таджикский? Да. И могу, А, поэтому мало так... знаю русский язык, и узбекский язык знаю. Вы отлично разговариваете, мне кажется, на всех языках. Дальше? Вот здесь школа. Ага. Вот тут поставьте машину. Президент построил, приказал, для этого Ягновский. А, все, Вот я это. понял. А тот старейший. Вот. Где-то я работал в 1701 году, 71 году эту школу построили. А наверху стадион, это место играющие ребятки. Вот эта школа. Как будет слово «любовь» по-таджикски? Любовь, Да. дуст медорам. Дуст мидорам? Я тебя люблю, я мантро дуст медорам. Сейчас там школьники есть? Да, да, школьники есть, учителя есть. Вон тот зал играющий ребят. Спортзал, я А вижу. эта школа самый старый в 71 году построили. А те новые. Вот, пожалуйста, это школа. Вон там, Салам алейкум. да, тут интернат. Сколько Здорово. детей вообще в интернете? А? В интернете сколько детей? Kaç talebe böyle internet var? Ha? 60? 60? 33 человек. Это они как часто домой ездят? На неделю и домой или как? Нет, как каникулы тогда едет. Что, по 3 месяца здесь? По 3 месяца. да. Здрасте. Видео снимаю про ваш кишлак. Просто зашли посмотреть. Товарищ мой из Москвы Денис приехал, чтобы в нашем кишлаке. Посмотрел, хорошо, отлично. Вот ваша школа тоже. Вот это тот Сколько лет ей уже этой школе, интерната? второй год или третий? Третий год. А это в 71-м построили. Я 40 лет работал здесь. Вот он мой первый ученик. Сейчас работает учителем. Нормально. Его я в первом классе преподавал. А сейчас что преподаете? А он физкультурник. По стопам учителя, как говорится. Наш А Таджикистан. сколько языков учат вот здесь, вот в этой? Русский язык и таджикский. И Всё. русский, и таджикский. Да. А На иностранные? неделю, на неделю 2 часа или 3 часа. Английский еще? Английский, да, английский тоже учится. Это 3 языка Три обязательно, языка. да, учить? Да. Самый главный русский и свой родной язык. После этого английский.
Но английский тоже вынужденный. Не, ну английский Трудно. тоже нужен. Нужен. Он- Да, да. Куда бы ты ни поехал в мире, то Да, есть да, да. здесь он нужен. Все на английском. Все на А английском. в наш народ самый настоящий русский язык. Учат. Должно знать русского языка кто-нибудь. Ну здесь много. Я, например, здесь без переводчика катаюсь по Таджикистану. Да. То есть даже если я в дальний кишлак в какой-то там в горах уезжаю, все равно кто-то знает русский язык. То есть вероятность Да, того, да, что да, в семье да, кто-то да, знает, да, это да, да. максимальное. Да. Вот на этом Вот месте на этом месте. был самый старый дом. Самый старый был. Тут дерево был около этого дома. Дерево, этот, какие ягоды был. Яблок. Ага. Небольшой станет. Вот маленький-маленький. Его Снесли. отрезал и вместо около дома построил вот этот дом. Летом до скольки градусов у вас поднимается температура? Плюс? Летом у нас 26, 28, До 30 до поднимается. 30. Не больше 30. до Летом 30. хорошо, значит. Где в Душанбе, если 36, 40, у нас будет 30, 31. На 10 градусов Да, разница. да, да, наверное. разница. 10, 12 градусов разница. Правильно, Денис? Внизу этого столбика какое-то богатство. Не знаю, за что за богатство, что. По имя, то есть вот во это- имя кого будет, тот возьмет. А больше никто не возьмет. Это не знаю. Ну это легенда, наверное, Легенда все-таки, что или там где. придуманный кто-то вот В такой. общем, там Да. несметные богатства под Да, этим да, да. столбом. Это как раз Такой- тот столб, который на такой въезде. дурак, что внизу его богатство сохраняет и того поставить. По-моему, там рассчитано на дурака. всё. Не знаю, за что это. Вот там вот на склоне Природный или видно. что-то, я не знаю. Какие-то пробы, может, брали или копали что-то. да? Нет, 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 никто не копает. Даже киркой не сможешь его копать. Так жесткий. Ну это, мне кажется, человеком сделанный 100%. Я не знаю. Об этом я ничего не знаю. Ну, правильно, что же. Все знать невозможно. А у нас раньше же вот вода от того горы текет. Мы поливали всю землю, все это. А Дереву. сейчас нет? А сейчас идет, никто не возьмет. По трубой для себя трубку поставили и вот этот. Горные козлы здесь вообще видели хоть раз? Есть, конечно. Раньше очень много было. В это настоящее вот такое время они не спустились туда. Мы бы смотрели, а стреляли, меньше стали, убегали. А сейчас же они все в красной книге. Сейчас их Да, защищают. И сейчас не штраф, разрешают, правильно. сейчас штрафы А большие. когда меньше стал, тогда потом этот закон построили. А если раньше были построили бы, они больше стали бы. Вот в нашем селе одна обычай хорошая, чтобы около жилищный дом мы не построим животных. Я вот теперь понял, Вот понял. Отсюда вот все животные. Вот все. Вот отсюда. Так, Всё вот здесь это можно, да, животные, поставить? Да. А тут жилищный дом. Я вот такой первый раз вижу, поэтому мне Да, да, это да, очень Вот. заинтересовало. Хорошо, хорошо. Как по-русски говорят? Салам алейкум. Это пророгами у нас внук. Внук пророка Внук пророга. здесь похоронен Здесь или? Приехали, да, помирали и там похоронили. Вот это их вай. В общем, за всю. А вот эти, которые вот видите, вот сейчас, это животные. Все для животных. Вот трава все сохранят. И животные тут. Вот, везде вот. Если внутрь хотите посмотреть, сейчас я вам покажу. Да, можно было, конечно, А внутри посмотреть. вот. Вот, пожалуйста. Вот тут корову. Вот, видите? Мгм. Только коров там нет. Да, коров, которого кормят и живут коров. Вот, это место коров. Баранины тоже место отдельно. Вот его место отдельно баранина.
показать вам. Вот это, пожалуйста, баранины. Вот видите, вот раз, два, Салам алейкум. 3, 4. Салам алейкум. Все это место, коровины, баранины, ишака, тоже все. Мы около свой жилищный дом никогда не поместимся животные. эти. Салам алейкум. Маликум салам. Смотрим. Оголь густандот ничего не сурад мегира. Вот видите, вот бараны, вот это бараны. Барекошан, вот, ягненок. Вот ягненок. Вот. Свежие. Она только недавно родила, я вижу. Да. Уже еще месяца нету. Вот где-то 20-25 дней. Вот тот маленький еще может быть 10-15 или 6-7 дней. А он видно, у него там все Видите? желтое сзади. Да, видите? Вот видите? Сколько стоит мясо у вас килограмм здесь? 100 рублей. 100 самон, да? 100 самонов, да. 100 самонов. Свежие еще. Это Зимой в печку, да? печку, конечно, топят. Салам. Вот высыхает, потом взял, печку топят. Да, корова. Слушай. Не испугался, покушай. И козы есть даже. А коза есть, бараны есть. Это национальный... А что Вот это на девочке национальный костюм, да? Бачурустан? Бачситкул? Чему тонуме ben suracını, akım gücü olma suracı kadar okuluşma. İyi. Ha бывает мужиков борьями, кушать бага. Вот эти все место животные, всё для животных. А сено, траву внизу кость? Вот трава. Или с гор? В горах мы возьмем, принесем, сохраним вот здесь. Вот видите, что там делали, чтобы зимой не... Вот это все место. Вот. Сейчас я вам покажу. Трава. Я смотрю, вы здесь в авторитете, да? Вас все боятся. Блин, я наступил. Не так, дорогой. А как? Дорогой, Ну, не уважение. так. Уважение к старшим. Уважают, да, уважают. Но не такой же, как я себя покажу. Нет. Я ж в шутливой форме сказал. Я имею в виду. Трава, видите? Ага. Много, вот. А вот здесь трава сохраняется вот это. О, видите? Интересно. Так и у нас. Это получается здесь только одно такое место в кишлаке, да? Или еще есть там? Сверху, наверху тоже есть. Тоже отдельно. То есть Да, отдельно. Это- Это отдельные люди, того. И наверху под еще есть. И вот тот, который мы пошли около школы, их не туда. Еще таких есть. Не около жилущий дом. Отдельно. А с чем это связано? От того связано, вот тот чума, А, от чего заболели эти? От все. того. И так пошло Да. оттуда. Поэтому вот так делали. Еще вопрос такой, а если вы строите дом в кишлаке, вы друг другу помогаете или каждый уже... Раньше был такой, а сейчас нет. Сейчас такого. все. Сам себе строить. Никто не поможет. Сам. Раньше же был такой. Например, я дом построил, вся входит ко мне, в течение 2 или 3 месяца дом построил, уже я могу жить. А сейчас через 3 года, 5-6 лет, потом построит, потом живет. Сам один делает. Основное население здесь таджики? Таджики. Ни одной узбеков нету, ни одной русских Туркменов, нету. казахов? Туркменов, казахов, киргизов нету. Раньше же был один киргиз. Он приехал с Узбекистана. Узбекистан это есть С Ферганской один- долины, наверное. Нет, не Ферганский, это район Джизах. Сверху Джизаха Заминский район. Ага. Вот отсюда он приехал сюда, тут мостовиком работал. Мост, которого Кемой
толкали, машина входит, около этот стоит наверху, потом он колески катает, от того сторону, эту сторону машина отправит и опять пойдет. Вот на такой работал, здесь поженился. Здесь поженился. Он уехал в Душанбе и там помирал. Больше не А жена Жена тоже там померла, с ним? таджичка. Жена моя родственники женой. У меня в жене родственники. А из Кишлака кто-нибудь хадж сделал в Мекку? Я сам, А, вы делали хадж? Да. В Мекку ездили? сколько... Я в 2013 году был в хаджи. Моя жена недавно приехала со сыном. Много едет хадж. Ну, у вас спокойно здесь. Да. Не знаю, какое-то спокойствие. Очень спокойно. Вот как раз мы опять подошли к этому камню. Мне кажется, что это сделано природой все-таки. Природный, Это- правильно. Это просто вокруг него все Да, осыпалось, да, и да, он да, остался. да, да, да. Все Вот остальное видите, это уже. такой большой камень стоят, вот, сверху его. Это все от природный. А есть какой-то необычный, что-то необычное из традиций, присущие вот только этому кишлаку? То есть больше ни в каком кишлаке этого нету, например, ну я не знаю, традиция, может какой-то обычай. Есть такой вот наверху, там мост есть, а от моста до того можно подняться где-то 300 метров. Большой камень, а то, который дырки, которые вы смотрели, Ага. не такой же, а оно большой. Вовнутрь его где-то 1000 баранов поместится. Ну это понял. Понял. Шел или какой-то вообще-то вот такой же. А такого больше нету. А вообще, когда были последние случаи чумы? Последнего не знаю, а когда началось, вот те врачи приехали и вот звездкой его отрабатывали. Это какой год? Это начался чума в 1889 году, а до 1990 в этом году В продолжалось. 90-е годы, да? Да, Посыпали. Да. Вот и вот тоже сидит. Спросил, почему девушки всегда отворачиваются. Ну, я думаю, может, какой-то обычай еще. Ну, да, в принципе, то, что я и думал. Чисто религиозный фактор. Ишаков много, да, в кишлаке? Да, ишаков много. Потому что я смотрю их. Раньше очень много было, а сейчас немного, где-то 20-25 есть. А ослов? А раньше был 100-150, в каждой семье по 2 ишака, по 3 ишака был. Ишаки безобразничают. Да. Занимаются плохими вещами. Вот здесь остановитесь. Вот здесь, с этой стороны? Да, вот здесь. Вот здесь остановитесь. Хорошо, вот отлично. Пригласили в гости чай попить. Вот это самый настоящий курд, да? Да. В него не добавляют муку? Да. Муку не добавляют? Ничего не добавляю. Это вот Я сейчас я сначала, сними, возьми несколько. я сначала подумал, это яйца вообще куриные. Несколько возьмешь, сними. Не стесняй. Что ты? Можно я вот так посмотрю сейчас, Конечно, секундочку? посмотри. Мгм. Он свежий, да? Да, свежий. Вот недавно его делали. Да. Это, конечно, не то, что возле дороги продают. Не. Это прям Ну, сам настоящий. Для себя не хватает еще продавать. А сколько он килограмм стоит, если вот здесь? А я в Душанбе видел 90 рублей. 90 самани. Самани, да. Нет, вкусный, я его прям... Да.
Как встанешь, тогда возьмешь. Возьми, Вот так я возьми. возьму одну и Еще все. возьми. Хватит. Его тоже надо возьми. Половину вторую возьму-то. Все, спасибо. Местный хлеб. Тоже такие большие лепешки. По сколько лепешек вы на неделю? Сразу на неделю, да, лепешки делают? Мы на неделю, на одной неделе 2 раза лепешки делаем. 2 раза в Ну, неделю. не так много. Где-то около 5-7 вот штук. Хлеб делаем. вообще не покупаете? Нет, Все сами делаете. Сами делаем. У вас тандыр? Танур есть вот там, которые пекут это хлеба. Все есть. По поводу курта, это вы весь курт сами съедаете? Да, конечно. А кто делает? Не, я не то, что делать, я говорю, вы вот это все сами съедаете. Да. И зимой, и летом. И зимой, и Вы его летом. просто так или куда-то добавляете? А, у вас, Когда у вас же высохнет, курутоп, национальное блюдо, я забыл. вот это натуральный, которого мы делаем масло. Ага. Попробуйте, тогда скажете, что... Сейчас, когда чай принесут, я скажу. Чай принеси, чай. Не, пусть не торопится, я говорю, как... Сахар принеси. Дом построен в каком году? В 1982 году. 1982. 1982 году. Ага, поставь около их. Вот видите, мы что кушаем. Пожалуйста. А это что такое? Это халва. Наша халва, которую мы делаем от мука, масла Ага. и песок. Сахарный песок. Сейчас я попробую кусочек. Попробуйте, ничего не испугайтесь. На вкус, знаете, какая консистенция? Как мармеладка, в общем. Вот такая же фракция, пружинит. Бокал новый? Бокал бьешь? Да не, нормально. Ha björ, şöyle ediyor. Çakka doğru, çakkanın olursa cırgot, şirine sol diyor, rakkosa git. Да хватит носить, куда вы? Спасибо большое. Я знаю, что не кушайте. Пусть угостит. А, просто что? Гости. Гости лучше, чем отца у нас. В общем, это настоящее деревенское масло. Прям вот. Если в него добавить масло, это, мне кажется, сахар вот в это масло, оно будет похоже на мороженое. Да, Такое да. на жирное мороженое будет. Ну, вкусно. Ешьте на здоровье, ешьте. Пьер мужчина. Принесли стул. Сын, я говорю, может, присядет. Нельзя, говорят. Пускай прислуживает. То есть, пока отец сидит, сын должен ухаживать. Да, конечно. Не невестка, а сын, да? Или невестка, когда других мужчин нету, тогда невестка ухаживает. Да. Если другие мужчины появляются, то сын должен ухаживать. Сын должен ухаживать. А сколько сыну лет? Сколько вам лет? Сколько? 50? Ему 45 лет. Пянджа это 45? Да. Пянджа. 45 лет. 45. Дорогие гости. Жена у меня известная, она уехала в Сарваде, сфотографировала. Она паспорт себе потерял. Поэтому пошел туда, фотографировал, чтобы паспорт получать. Национальное блюдо какое у вас здесь? Вот в вашем кишлаке. Национальное блюдо у нас это самые националистские блюда. Плов. Вот на праздник это будет плов. Плов. Не курутоп? Крутоп тоже есть. Крутоп, а этот южнее делают. Не очень У люблю. вас плов будет на первом месте. Плов,
Еще от муки делают вот блюда вот по А вы по-своему скажите, может, я знаю. тупа, Нет, не знаю. саминак, ширбаринь. А, все, это каша рисовая, да? Да, от молоко делают. С молоком, рисовая С каша. молоком, с мясом делают. Вот. Мгм. Молоко. А? Не. Это, от этого кушайте, потом увидите, что Это сметана? это не сметана, это молоко, которое в воду все гоняется, только останется это. Ну, хоть попробуй. Не испугайся, попробуй. Я не могу понять, что это такое. Это вроде бы и сметана, и вроде бы и Это- творог там. А вроде творог, но творог не такой же бывает. Такие они, Вот как, знаете, как будто творог со сметаной смешали, плюс еще соль туда добавили. знаете что? Мы от материала ушиваем не такой большой, маленький вот Чака? мешочек, чака. Вот понятно, вы знаете, что это чака. Вот тут чака, пожалуйста, кушайте. Из него делают кур, да? Да, да. Вот из такого. Да, вот тот курт от того делают. Вот прям Еще это готовый материал для курта. Он уже и соленый, и... Да, да. А мука не добавляется сюда? Нет, ничего не А вот у вас в кишлаке, когда курт делают, муку не добавляют? Нет, никто? Нет, у нас нет. А если на продажу далеко? Нет. Нет? Только чистые? Чистые все, чистые. Я вот 82-й год живу, ни разу не видел, чтобы мука добавлять. Нет. На трассах, где между большими городами, если вы попробуете, Чтобы стало белым. да, и чтобы удешевить продукт, побольше покупатели зарабатывать. купают. Никакой химии, да? Свои. Свои, да. Хорошо сохранилось еще. Да. Тут у нас очень ничего нет. Просто покрываем это картонный ящик и остается А картошка у вас белая или красная? красный. Белый бывает, но не так, как красный большой не бывает. Ваша картошка, Много дает маленький. Вот такой. ваша А картошка красный ценится? Вот только вот такой бывает. 1 килограмм, даже килограмма больше. Нет, прям яблоки такие. Домашние. Напоследок горный абрикос, урюк. Но самое интересное то, что он не каменный, не сухой. Он где-то в темном месте лежит, да? Да. Он не станет такой, как камень. Нет. Вот на дерево потом потолкняем. То есть из-за того, что здесь, наверное, Всё. другая влажность, и он никогда не застывает. По влажности, правильно. Похож на ириску. Куда я сюда? Ничего, сахаром его не поливаете? Нет, ничего. Вот. Воде отдаем, немного это. Слушай, ну это вкусная Ни штука вообще. литера, ни сахара, ничего не добавляем, ничего не даем. Сейчас модно стало просто тоже под абрикос Да. селитру сыпать, Но. чтобы больше урожая. А это прям чистое-чистое, да? Чистый, да, чистый, натуральный вообще, так ничего не дает. Горная продукция. Даже я не обрабатываю. Вот. Сейчас в настоящее время некоторые обрабатывают это дерево, я Мгм. не обрабатываю. Ну и напоследок я решил спуститься вниз к речке, посмотреть. Классно здесь, тихо. Прощай, кишлак Анзоп. Небольшой по скриптам.
опять же, возвращаемся к эпидемии чумы. Легенда местная гласит, что вот соседний кишлак, вот который мы проехали, сейчас он будет, там есть мостик. И однажды туда приехал мужик на лошади, остановился, и к нему подбежала собака. Собака то ли залезла на лошадь, то ли начала лаять, кусать лошадь. Мужик подбегает, ударил собаку, она отлетела. Дальше я не понял, или она его укусила, или еще как-то. Но после этого начались все вот эти истории происходить непонятные. То есть он потом пришел, поздоровался и с кем-то здесь, и кто-то умер. Из камней собраны такие мини-заборчики. Так понимаю, это чьи-то угодья, огороды. Кишлак отапливается кизиками, дровами и углем. Несмотря на то, что уголь вроде бы здесь добывается, он стоит тонна 1000 там с копейками самани. То есть почти 100 баксов тонна. Блин, неужели нельзя для местных жителей какую-то скидку делать на уголь? Вот же он прям открытый пласт. По 100 баксов покупать тонну. Так себе занятие. Увидел вот такую вот штуку и увидел здесь вот уголь. Непонятно, вот именно в этом месте. Или это для скотины, или там может быть какая-то частная шахта. Просто интересно. Хочется посмотреть. Может быть для барашек, для козочек. Ой, так. Что ж, блин, сюда еще не поднимешься прям. Наверное, это уголь. Не пойму я, что это такое. Похоже на уголь. Скорее всего, уголь это. Или не уголь. Нет, это какая-то белая штука. Что-то вот это мумиё. В общем, что-то здесь выгребают. Это похоже на мумиё, которое на рынках продается. Вот эта вот смола. Камни, которые плачут. Плач камней. Теперь спуститься. Я вот сейчас сюда поднимался, и меня прям как магнитом тянуло вниз. Раз, раз. Уголек, уголечек. Пора ехать, пора в путь.